Облицовка стен керамической плиткой. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Уже долгие годы облицовка стен керамической плиткой является традиционным вариантом отделки помещений. В особенности такое решение является максимально популярным для кухни, ванной или санузла. Свое признание плитка обрела благодаря устойчивости к воздействию влаги и, кроме того, непривередливости в уходе. Плитка довольно легко моется, обладает высоким уровнем прочности и не проводит электрический ток. Кроме того, керамика является экологически чистым материалом. Выбор плитки для облицовки стен. На сегодняшний день разнообразие плитки довольно велико. Большой ассортимент видов, форм, цветов и оттенков просто вводит в заблуждение, но давайте рассмотрим основные критерии выбора плитки. Достаточно придерживаться нескольких простых правил. В случае, если помещение небольшое, то хорошим вариантом станет выбор светлой плитки, поскольку это придаст эффект увеличения помещения и, кроме того, сделает его светлее. Отметим, что плитка, предназначенная для стен, несколько тоньше, чем материал для напольного покрытия. Качественная плитка должна быть правильных геометрических форм. И качество в этом плане легко проверить. Возьмите несколько плиток из одной упаковки и приложите друг к другу. Если их размер не совпадает, значит перед вами некачественный материал. У каждого продавца должен быть сертификат качества на продукцию, которую он реализовывает. Попросите его предъявить. Если вы покупаете несколько коробок с плитками, нужно обязательно проверить цвет в каждой упаковке. Он должен быть полностью идентичен. Спросите у продавца, какой нужно приобрести клей для облицовочного материала этого типа, поскольку для каждой плитки предназначен разный клей в зависимости от типа материала, размера и веса. Подготовка поверхности под плитку. Качество работы будет зависеть непосредственно от того, насколько ровные стены. Именно поэтому для начала необходимо проверить поверхность стен на наличие неровностей. Для выполнения данной задачи хорошо подойдет отвес или же строительный уровень. Прикладываем его к стене и сразу становится видно все недостатки. Отметим также и то, что проведение работ по облицовке на кривых стенах приведет к значительным затратам плиточного клея. Намного дешевле будет предварительно провести шпаклевку или штукатурку для выравнивания поверхности. Кроме того, следует учитывать то, что обустраивать плитку на большой слой клея довольно трудно, и это, несомненно, окажет пагубное влияние на результат работ. В конечном итоге мало того, что придется придерживать каждую плитку по 10-20 минут, так и плитка просто может в скором времени отпасть. Как уже было сказано, укладка плитки проводится на предварительно выровненную поверхность. Выравнивание можно провести несколькими способами. Монтаж гипсокартона, оштукатуривание поверхности. Рассматривая вариант оштукатуривания, следует отметить, что проведение работ потребует некоторой сноровки. Кроме того, сам процесс проводится достаточно долго, и с момента начала подготовки до момента начала укладки пройдет не менее 3 недель. Технология оштукатуривания поверхности. Работы проводятся в несколько этапов. В первую очередь необходимо установить маяки, после чего проводится приготовление раствора для оштукатуривания. Третьим шагом становится нанесение раствора. И последний этап – выравнивание с помощью уровня или правила. Технология установки ГКЛ. Рассматривая второй вариант выравнивания, следует отметить, что он несколько проще, при этом значительно быстрее. Установить гипсокартонные листы можно за 1 день. Кроме того, уже на следующий день можно начинать работы по облицовке стен керамической плиткой. Как видите, экономия времени колоссальная. При этом отметим и то, что специальных навыков для проведения работ не потребуется. Сам процесс проводится следующим образом. Изначально проводится грунтовка стен. Следует отметить, что используется состав глубокого проникновения. Далее на гипсокартонный лист наносится плиточный клей по периметру и по центру. Лист прижимается к стене и выравнивается с помощью правила, после чего проверяется строительным уровнем. Далее проводится полноценное закрепление дюбелями. При необходимости регулируется положение листа. После чего ГКЛ прогрунтовывают для наиболее лучшего сцепления клея и самого гипсокартона. Технология облицовки стен керамической плиткой.
Подготовительная работа. Облицовка стен керамической плиткой должна проводиться на ровном основании, соответственно, с вариантами выравнивания мы разобрались. Перед началом работ, если у вас еще нет достаточного опыта их проведения, почитайте литературу о проведении облицовки стен плиткой своими руками. В рамках подготовительных работ необходимо проверить целостность основания. При наличии повреждений их необходимо устранить, после чего посчитайте расход плитки и приобретите необходимое количество. Как разделить плитку на части? При проведении работ иногда может понадобиться не целая плитка, а определенный ее кусочек, поэтому необходимо знать, как разделить плитку на части. А делается это следующим образом. Необходимо отмерить и отметить черту, по которой вы будете разделять плитку, после чего приложить к линейке черту и провести стеклорезом вдоль линии, при этом сильно нажимая на нее. Далее перевернуть плитку на обратную сторону и немного постучать по ней. Несколько более удобным и быстрым вариантом станет применение специального резака. Если у вас такой есть, то вам повезло, и проведение работ будет несколько быстрее и легче. Если нет, то покупать его ради одной комнаты не стоит. Цена его достаточно приличная, и при отсутствии необходимости постоянно резать плитку в большом количестве приобретать такое приспособление будет нерационально. Кроме того, если вам нужно будет сделать круглое отверстие в плитке для розеток, то вы можете использовать насадку для резака балеринка. Кроме того, выполнить вырезы можно таким же образом, как и в случае разделения, с помощью стеклореза. Укладка плитки на цементный раствор. Первым способом укладки плитки и самым старым становится обустройство на цементный раствор. Технологический процесс выглядит следующим образом. Для начала на стену необходимо повесить отвес, нанести разметку и установить маячки, по которым будем отмечать уровни покрытия. Далее на края стен необходимо закрепить рейки-отвесы длиной до 2 метров. Дальше к этим рейкам будет направляющая нить, которая будет обуславливать уровень плитки. То есть своеобразный маяк, по которому мы и будем проводить все работы. Перед началом работ плитку нужно смочить, что обусловит более сильную адгезию материала с клеем. После чего наносим на плитку раствор и прижимаем к стене. Следует отметить, что необходимо, чтобы плитка касалась маяка, то есть обустроенной нити шнурка. После чего необходимо постучать по плитке для ее равномерной укладки. Для этого используется резиновый молоток. Для обустройства ровных швов используются специальные крестики. Между каждой плиткой, в зависимости от ее размера, их вставляется минимум 2 штуки, недалеко от вершин плитки. После высыхания раствора крестики удаляются. После завершения работ необходимо удалить с плитки остатки раствора, а также протереть ее. Далее, после высыхания, проводится затирка швов. Ее технологию рассмотрим ниже. Таким образом выполняется облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе. Укладка плитки на клей. Также, кроме использования цементного раствора, плитку можно обустраивать на ПВА-мастику или специальный плиточный клей. Технология проведения работ очень похожа на предыдущий вариант, но есть некоторые характерные отличия. Давайте их рассмотрим. В первую очередь необходимо прогрунтовать поверхность. На предварительно очищенное основание наносится грунтовочный состав слоем до 3 мм. Перед укладкой первого ряда следует обустроить направляющую рейку, выровняв ее с помощью уровня. В дальнейшем же ориентироваться следует именно на первый ряд, при этом проверяя каждый последующий уровнем на отсутствие отклонений. При помощи шпателя нанести на ровную поверхность клей равномерно и разровнять, чтобы слой был около 3-4 мм. Далее прислоняем к стене плитку. Также следует немного постучать по ней резиновым молотком или деревянным бруском, что поможет равномерно распределить мастику по всей площади плитки. В случае, если клей выступает за пределы швов, его сразу необходимо убирать с помощью шпателя, поскольку высохнув, он не предоставит такой возможности и несколько испортит внешний вид плиточного покрытия. Для обустройства швов также предусматриваются крестики между плитками. После высыхания клея необходимо удалить крестики, а далее проводится обустройство, замазка и затирка швов. Последним этапом становится очищение поверхности от мусора, грязи и пыли. Отметим, что при поклейке плитки отсутствует необходимость ее предварительно смачивать. При этом швы заполняются специальными вкладками на время проведения работ, что поможет держать их в необходимом положении и не давать сползать.
Кроме того, постоянно контролируйте уровень плитки. Малейшая погрешность внизу на 1 мм, дойдя до верха, приведет к искажению поверхности и созданию довольно большого уклона, что впоследствии приведет к отслаиванию и отпаданию плитки. Затирка и фугование швов. После завершения работ по облицовке стен плиткой необходимо дать высохнуть клею или же раствору, в зависимости от выбора способа. Происходит высыхание в течение суток. После высыхания проводится удаление крестиков и очистка швов от излишков раствора. Работы по очистке проводятся при помощи шпателя. Далее проводится затирка швов, для которой используется гипсовый раствор. Следует отметить, что данная гипсовая затирка встречается в продаже в нескольких цветовых вариациях. Поэтому ее можно подобрать непосредственно под цвет плитки. Отметим, что составы для затирки швов напольной плитки не подойдут, поскольку они выполняются на основе песка и цемента, что не позволяет подобрать необходимый цвет. Сам раствор для затирки разводится с водой в неглубокой таре, после чего наносится при помощи резинового шпателя. Далее он прижимается к шву, поскольку необходимо обеспечить максимальный уровень проникновения, что будет обуславливать надежность фиксации, после чего лишний материал удаляют с помощью влажной губки. Спустя 2 часа после облицовки, а точнее ее завершения, проводится мойка плитки в целях удаления остатков затирки. Проводится она с помощью теплой воды и тряпки. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.